Садовая дорожка своими руками. Здравствуйте. Скажу сразу, что я не планировал снимать видео на тему обустройства садовых дорожек. Их уже можно было наблюдать в моих роликах про высокие грядки, компостный ящик или парковку. Для меня садовая дорожка — это всего лишь решение, при котором я смогу передвигаться по своему участку, не намочив и не испачкав обуви. Итак, садовая дорожка шириной в 1,5 метра и длиной 15 метров, созданная за 2 дня, обошлась мне примерно в $105. Смета в конце видео. Еще обучаясь в университете, потом работая инженером-проектировщиком, а теперь и при обустройстве личного быта, я всегда руководствуюсь правилом: от простого к сложному, от дешевого к дорогому. Например, если мне захотелось, чтобы края садовой дорожки были ровные, то я дополнительно установил в качестве бордюра доску сечением 100 на 25 мм, хотя можно было бы этого и не делать. А в другом месте я сэкономлю, и я не буду снимать плодородный слой грунта. Я даже траву не буду убирать, ведь она сама потом сгниет. В качестве основного декора я использую бетонные плиты, изготовленные самостоятельно методом вибролитья размером 50 на 50 см с толщиной полки 5 см. Просто примеряю плиты и немного равняю грунт под ними, чтобы они не шатались. Где-то применяю садовую тяпку, а где-то просто киянкой или молотком убираю бугорки на грунте. Сама дорожка будет состоять из гранитного щебня фракции 20-40 мм, усыпанного слоем 5 см поверх агроволокна. Конкретно на этом участке использую остатки иглопробивного агроволокна плотностью 300 грамм на метр квадратный, который укладываю прямо на плодородный слой. В другом месте садовой дорожки будет использовано термоскрепленное агроволокно плотностью всего 50 грамм на квадратный метр. У меня уже есть такие дорожки, и даже самое тонкое агроволокно отлично пережило уже 4 зимы. Расстилаю агроволокно, кладу на свои места бетонные плиты и все остальное пространство засыпаю щебнем. Самое главное, что я усвоил при возведении садовой дорожки с использованием шаговых плит, это нужно найти оптимальное расстояние длины вашего шага. Конечно, есть стандартные показатели типа 62 или 64 см. Логично, что чем больше рост человека, тем больше длина его шага. Но есть одно но. Больше всего длина шага зависит от скорости ходьбы. Например, у меня шаг укладки плит на дороге от калитки к крыльцу составляет 65 см. Я много ходил по временно уложенным плитам, прежде чем остановился на этом значении и начать монтаж. Так вот, если пройтись по этой же дорожке медленным шагом, то кажется, что плиты уложены очень редко. А если попытаться пройтись быстрым шагом, то кажется, что плиты уложены очень часто. По сути, сами того не ожидая, но частотой укладки плит на шаговой дорожке мы формируем ритм нашего участка. Мы подсознательно будем подстраивать скорость собственного передвижения под существующий шаг ступеней. Так, если мы несем сумки от калитки к дому, то нам не нужно здесь прогуливаться, рассматривая пейзажи. Но если дорожку с таким же шагом смонтировать в живописном саду, то мы будем пробегать его чрезмерно быстро, не успевая насладиться красотой. Поэтому либо устраивайте сплошное мощение, либо оборудуйте видовые места вашего сада скамейками или иными элементами релакса, там, где это необходимо. Вот так выглядит готовая садовая дорожка. Но она может быть и такой, и даже такой. Конечно, можно посмотреть иных блогеров и похоронить в земле груды щебня, асфальтной крошки, экструдированный пенополистирол, георешетку и много чего еще. Можно изымать тонны плодородного грунта, выполнять обратную засыпку и использовать виброплиту. Только это все не дешево и не просто, а скорее наоборот. У меня иной подход. И еще, летом возможно прорастание травы поверх агроволокна, прямо в слое пыли, которая оседает среди щебня. Ее нетрудно вырвать, пока она молодая, а если вокруг дорожек избавиться от сорняков, то сеяться будет нечему. Сухая осенняя листва прекрасно убирается садовым пылесосом или ветродуйкой. Зимой убирать снег стоит, не касаясь лопатой щебня. Ведь когда на месте дорожки была пусто, что мы не задевали лопатой грунт или сухую траву. Почему с появлением в этом месте щебня мы должны работать в режиме экскаватора? А вообще, если желаете чистой от снега дорожки, то заложите заранее нагревательный кабель под ваше мощение. Включать его придется нечасто, а значит это не будет дорого. Благодарю за внимание.